Урок 1. Оставайтесь на связи в цифровую эпоху. Привет, Анна. Ты часто пользуешься электронной почтой в наши дни, чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей. Безусловно, электронная почта стала важным инструментом для поддержания связи. Согласен, удивительно, насколько мы полагаемся на электронную почту для общения. Совершенно верно. Так удобно мгновенно отправлять сообщения и делиться обновлениями. Определенно. А возможность прикреплять файлы и документы делает его действительно полезным для всех видов обменов. Это правда. Электронная почта отлично подходит как для личного, так и для профессионального общения. Именно так. Я считаю, что это особенно полезно для согласования графиков и планирования мероприятий с людьми. То же самое и здесь. Функция тем позволяет легко организовывать беседы. Определенно изменил правила игры по сравнению с прежними временами обычной почты. Конечно, электронная почта действительно изменила то, как мы остаемся на связи. Совершенно верно. Сейчас трудно представить себе жизнь без этой технологии. Я знаю, что это стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Конечно, электронная почта– это лишь один из многих способов, с помощью которых технологии произвели революцию в общении. Определенно. Будет интересно посмотреть, как она будет развиваться в будущем. Согласен, смотреть на это захватывающее место. Спасибо за отличный чат об электронной почте. Урок 2. Размышления об удаленной работе. Добрый день, Анна. Я слышала, что вы недавно начали работать удаленно. Как дела? Это действительно изменило правила игры, Джон. Конечно, это большая корректировка, но мне нравится эта гибкость. Приятно это слышать. Могу себе представить, что работа на дому имеет свои преимущества. Совершенно верно. Возможность составить свое собственное расписание действительно помогла снизить уровень стресса. Понимаю, как это могло бы быть. Больше никаких поездок на работу или жестких рабочих часов. Именно так. И я считаю, что на самом деле я работаю более продуктивно, не отвлекаясь от работы в офисе. Это интересно. Честно говоря, я бы подумал наоборот. Знаю, это распространенное заблуждение. Но отсутствие офисной болтовни меняет правила игры. Ах, хорошие замечания. Эти небольшие перерывы действительно суммируются, не так ли? Определенно. И я чувствую, что у меня больше энергии и сосредоточенности без ежедневной рутины. Это замечательно. Похоже, это беспроигрышная ситуация для вас. Это действительно так. И баланс между работой и личной жизнью значительно улучшился. Могу себе представить, что так оно и будет. Возможность при необходимости отойти от рабочего стола. Точно. Больше нет чувства вины за то, что рано уходите с работы по назначению или по делам. Эта гибкость, должно быть, невероятно освобождает. Я вижу, как это поможет предотвратить эмоциональное выгорание. Совершенно верно. Это кардинально изменило мое самочувствие в целом. Что ж, я рада слышать, что у тебя все так хорошо получается.
Анна. Возможно, мне стоит самому заняться удаленной работой. Урок 3. Искусство убеждения. Привет, Анна. У меня есть задание, требующее твоей помощи. Не могли бы вы одолжить мне ручную покраску забора в эти выходные? Покрасить забор. Похоже, это не самый увлекательный способ провести субботу. Знаю, но выслушайте меня. Думаю, мы действительно могли бы сделать это увлекательным и приятным занятием. Весело и приятно. Мне трудно себе это представить. Как именно вы планируете это сделать? Что ж, мы могли бы превратить это в игру или соревнование. Узнайте, кто умеет рисовать быстрее или лучше всех. Думаю, так будет немного интереснее. Что еще вы имели в виду? А мы могли бы послушать музыку или заказать пиццу, чтобы зарядиться энергией. А, пицца действительно делает все лучше. Хорошо, вы меня заинтересовали. Отлично. Я знал, что смогу тебя убедить. Это будет очень полезный опыт. Посмотрим об этом. Но я готов попробовать и посмотреть, сможем ли мы сделать это приятным. В этом и заключается дух. Я гарантирую, что вы получите удовольствие, не успеете оглянуться. Посмотрим об этом. Но я не предубежден и готов принять своего внутреннего художника. Отлично. Уверен, вы отлично проведете время. Это будет грандиозно. Эпично, да. Посмотрим об этом. Но я готов попробовать и посмотреть, что произойдет. Это то, что мне нравится слышать. Это будет лучшая вечеринка по рисованию заборов в истории. Посмотрим об этом. Но я готов довериться вашему энтузиазму и попробовать. Фантастично. Я уже могу сказать, что этот день запомнится надолго. Урок 4. Культурное приключение. Доброе утро, Анна. Вы когда-нибудь бывали в Центральном парке? Центральный парк. Нет, у меня пока не было шанса. Стоит ли его посетить? А, это обязательно нужно увидеть. Парк похож на маленький оазис в центре города. В самом деле, что делает его таким особенным? Я слышала, что оно довольно большое. Именно так. Это более 800 акров, и здесь есть что исследовать. Пейзажи потрясающие. Пейзажи. В центре Нью-Йорка. Это интригует. Абсолютно. Здесь есть прекрасные сады, озеро, мосты и даже зоопарк. Зоопарк. В центре Манхэттена. Этот парк звучит невероятно. И это еще не все. Культурные предложения тоже первоклассные. Культурные предложения. Например, что? Мне становится все более и более любопытно. Художественные музеи мирового уровня, концертные залы, театры – это культурная Мекка. Ух ты, я и не подозревал, что Центральный парк — это такой центр развлечений. Я в этом убеждена. Тебе пора, Анна. Это все равно, что попасть в другой мир прямо в городе.
Что ж, вы, конечно, продали меня в этом. Когда мы сможем спланировать поездку на осмотр достопримечательностей? Как насчет этих выходных? Я хотел бы стать вашим гидом и показать вам все, что вам нужно. Звучит отлично. Мне не терпится окунуться в волшебство Центрального парка. Поверьте, это будет незабываемое приключение. Не могу дождаться. Урок 5. Приключения на свежем воздухе. Чудесный день, не правда ли, Анна? Идеально подходит для приключений на свежем воздухе. Абсолютно. Я так рада провести время на природе. Я тоже. Я подумала, что мы могли бы прогуляться по этой новой пешеходной тропе. Пешеходная тропа. Звучит идеально. Я уже много лет не ходил в походы. Предполагается, что отсюда открываются потрясающие виды. Мы подышим свежим воздухом. Свежий воздух и потрясающие виды. Рассчитывайте на меня. Мне нужно уехать из города. Замечательно. Я приготовил вкусный обед для пикника, которым мы сможем насладиться по дороге. Пикник на природе. Это звучит все лучше и лучше. И я слышала, что в конце тропы есть прекрасный водопад. Водопад. Обожаю водопады. Это будет невероятный день. Я думала, ты будешь в восторге. Природа всегда поднимает мне настроение. То же самое и здесь. Мне не терпится отключиться от городской суеты. Именно поэтому я и предложил это. Нам обоим нужен освежающий отдых. Ты такой вдумчивый. Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты. Спасибо, Анне. Я просто рада, что мы смогли испытать это вместе. Я тоже. Пойдем. Мне не терпится выйти на тропу. Абсолютно. Давайте проведем этот прекрасный день на свежем воздухе по максимуму. Урок 6. Джазовые мелодии. Привет, Анна. Ты в прошлые выходные была на этом потрясающем джазовом фестивале в центре города. Нет, я пропустила. Но я слышала, что это было просто невероятно. Джазовая музыка просто лучшая. Вы все правильно поняли. В мягких мелодиях и импровизации есть что-то, что меня просто заинтересует. Определенно. И энергия на этих фестивалях всегда очень энергична. Жаль, что я не смог там побывать. Что ж, вам повезло. Через несколько недель состоится еще одно крупное джазовое событие. Нам обязательно нужно пойти вместе. В самом деле, мне бы это понравилось. Я собирался расширить свои знания в области джазовой музыки. Идеальный. Мы можем понаблюдать за разными исполнителями, отведать вкусную праздничную еду и просто погрузиться в атмосферу. Похоже на план. Не могу дождаться, когда смогу снова ощутить азарт живого джаза. Я тоже. Джазовые фестивали – это просто настоящий праздник этого невероятного вида искусства. Совершенно верно. Ничто не сравнится с энергией публики, которая исполняет потрясающее соло на саксофоне.
Абсолютно. И никогда не знаешь, какие неожиданные коллаборации или импровизированные джем-сишны могут произойти. Это правда. Мне нравится элемент спонтанности на подобных мероприятиях. То же самое и здесь. Это делает весь этот опыт таким живым и непредсказуемым. Я так взволнована. На этом джазовом фестивале мы получим настоящий фурор. В этом нет никаких сомнений. Конечно, это будет книга для книг. Урок 7. Яркий рассказчик. Анна, вы никогда не догадаетесь, какую удивительную историю я услышала вчера. Скажи, мне нравятся хорошие истории. Что произошло? Старик на улице рассказывал о том, что он пережил в военное время. Опыт военного времени. Звучит завораживающе. Что он сказал? Он описал сражение в таких подробностях, что я практически слышал выстрелы орудий. Ух ты, должно быть, это было очень напряженно. Он действительно умеет говорить, не так ли? Совершенно верно. Он нарисовал в моей голове такую яркую картину, что мне казалось, что я рядом. Могу только представить. Рассказывание историй — это действительно вид искусства. Определенно. Он поразительно передал эмоции и хаос того времени. Жаль, что я не слышала его. Похоже, он мастер в создании образов. Вы будете удивлены. Он все время держал меня на краю сидения. Держу пари. В наши дни рассказчики с таким уровнем мастерства — редкость. Знаю, верно. Современные развлечения просто несравнимы. Это так. В устной традиции есть что-то особенное. Согласовано. Его слова произвели такое яркое впечатление, что я не могу перестать думать об этом. Урок 8. Атлетизм и повествование Абы. Анна, вы знали, что Авраам Линкольн в юности был настоящим спортсменом? В самом деле, я и не подозревал, что у 16-го президента такая спортивная сторона. Абсолютно. Судя по всему, в Иллинойсе его знали как отличного борца. Ух ты, я бы не ожидал такого от такого известного государственного деятеля. Да, он, по-видимому, был достаточно опытен и даже выиграл несколько местных матчей. Увлекательно. Интересно, какие еще скрытые таланты у него были? Что ж, в своей общине он также был известен как увлекательный рассказчик. Рассказчик, да. Это довольно разносторонний набор навыков. Определенно. Местные жители любили слушать его яркие истории и анекдоты. Могу себе представить. Должно быть, у него был настоящий талант привлекать аудиторию. Совершенно верно. Его способность рисовать картину своими словами была замечательной. Удивительно, сколько слоев в этой культовой исторической фигуре. Согласовано.
Линкольн был настоящим человеком эпохи Возрождения во многих отношениях. Возникает вопрос, какие еще скрытые глубины были у этих великих лидеров? Определенно. Об иконах истории всегда можно узнать больше. Конечно. Похоже, Линкольн был достаточно разносторонним человеком. Без сомнения. Талантливый спортсмен, талантливый рассказчик и, конечно же, легендарный президент. Какое впечатляющее резюме! У него действительно было все, не так ли? Совершенно верно. Линкольн был замечательным человеком во многих отношениях. Урок 9. Доисторические открытия. Анна, вы слышали об удивительных открытиях окаменелостей в Африке? Нет, что они нашли? Мне всегда не терпится узнать о новых палеонтологических открытиях. По всей видимости, исследователи обнаружили окаменелости более 150 ранее неизвестных видов. Ух ты! Это невероятно! От каких существ эти загадочные новые окаменелости? Поистине интригует то, что некоторые из них не похожи ни на один из известных видов. Как увлекательно! Должно быть, это проливает новый свет на доисторический мир. Совершенно верно. Эти результаты могут переписать наше представление об эволюции и жизни на Земле. Могу себе представить, насколько революционными должны быть эти открытия для научного сообщества. Определенно. Палеонтологи с нетерпением ждут дальнейшего изучения этих окаменелостей. Бьюсь об заклад, им не терпится узнать больше об этих доисторических загадках. Именно так. Кто знает, какие еще тайны Земля все еще скрывает в своих древних слоях. Перспектива открытия совершенно новых видов просто поразительно ошеломляет. Я согласен. Это действительно заставляет задуматься, какие еще чудеса ждут своего открытия. Совершенно верно. Чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как много еще предстоит узнать. Я не мог сказать этого лучше. Мир палеонтологии поистине полон чудес. Действительно, эти находки окаменелостей свидетельствуют о невероятном богатстве прошлого нашей планеты. Конечно. Мне не терпится увидеть, какие еще доисторические загадки будут решены в ближайшие годы. Я тоже. Конечно, сейчас увлекательное время для изучения естественных наук. Определенно. Возможности новых открытий бесконечно интригуют. Урок 10. Радости владения домашним животным. Доброе утро, Анна. Вы заметили, что домашнее животное всегда скрашивает ваш день? Абсолютно. Мурлыканье Лили всегда вызывает улыбку на моем лице. Я знаю, что вы имеете в виду. Виляющий хвост моей собаки Бадди– лучший усилитель настроения. У домашних животных действительно есть особый способ поднять нам настроение, не так ли? Определенно. В их безусловной любви есть что-то такое утешительное. Полностью согласен.
Они всегда готовы выслушать вас без осуждения. Именно так. Я рассказываю Бадди обо всех своих проблемах, а он просто внимательно слушает. Ха-ха, я делаю то же самое с Лили. Она идеальное доверенное лицо, не склонное к осуждению. Удивительно, насколько они проницательны. Бадди всегда знает, когда мне нужно обниматься. Абсолютно. Лили почему-то чувствует, когда мне плохо, и она прижимается ко мне. Домашние животные действительно являются источником бесконечной радости и комфорта, не так ли? Совершенно верно. Не знаю, что бы я делала без своего пушистого маленького компаньона. Я тоже. Дружба Бадди незаменима. Я согласен. В связи между человеком и его домашним животным есть что-то особенное. Лучше и не скажешь. Это действительно единственное в своем роде соединение. Конечно. Домашние животные приносят в нашу жизнь столько любви и счастья. Определенно. Я каждый день благодарна за радость, которую приносит мне Бадди. То же самое и здесь. Лили действительно благословение. Домашние животные действительно лучшие. Не знаю, что бы я делала без Бадди. Урок 11. Радость стареть вместе. Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о том, каково состариться вместе? Знаете, у меня есть. Если мне посчастливится прожить так долго, надеюсь, я все еще буду умственно и физически активна. Совершенно верно. Мне бы не хотелось терять умственные способности или сидеть в инвалидном кресле. То же самое и здесь. Я хочу в полной мере насладиться своими золотыми годами. Определенно. Возможность путешествовать и заниматься своими хобби была бы мечтой. Определенно. И, конечно, делиться этим опытом друг с другом было бы бесценно. Именно так. Стареть вместе с любимым человеком звучит просто замечательно. Я согласен. Одна мысль о том, что я могу сидеть вместе на крыльце и наблюдать за закатом, вызывает у меня улыбку. Ха-ха, и ссоры о том, кому достанется последнее печенье, как в пожилой супружеской паре. Ха-ха, да. И спорим о том, кто первым разгадает кроссворд. Или вспоминаем все безумные приключения, которые мы пережили в молодости. А, какие истории мы могли бы рассказать? Представляю, как наши внуки закатывают глаза. Ха-ха, да. Наверное, они подумают, что мы древняя история. Но нам бы понравилась каждая минута. Наша мечта — состариться со своим лучшим другом. Совершенно верно. Пока ты рядом со мной, я буду счастливым стариком. Джон. И я буду счастливой старушкой с тобой. Прошло еще много лет вместе. Я за это выпью. Да здравствует любовь и смех на всю жизнь. Ура, дорогая! Мы должны стареть, грациозно и дружно. Не могу не согласиться с этим. Это будет чертовски крутая поездка.
Урок 12. Приключение в натуральную величину. Эй, Анна, вы когда-нибудь думали о том, чтобы жить в кукольном домике? Кукольный домик. Вы имеете в виду маленький миниатюрный домик? Звучит так причудливо. Именно так. Представьте, что вы можете жить в кукольном домике в натуральную величину. Было бы очень весело. Ах, но Джон, подумай об опасностях. По сравнению с мебелью мы были бы гигантами. Да ладно, Анна. Где твое чувство приключений? Подумайте о возможностях. Не знаю, Джон. Наступать на крошечные стулья и столы звучит не очень привлекательно. Но представьте себе, что вы можете жить в уютном домике, где все будет уменьшено до наших размеров. Думаю, это может быть очень очаровательно. Но нам следует быть предельно осторожными. Конечно, нам пришлось бы ходить на цыпочках и наблюдать за каждым нашим шагом. Это было бы непросто. Действительно, это вызов. Но вы знаете, что говорят, чем выше риск, тем больше награда. Именно так. И просто подумайте о потрясающих фотографиях в Инстаграм, которые мы могли бы сделать. Ха-ха, да. Нам бы позавидовали все наши друзья. Жизнь в кукольном домике в натуральную величину. Видите ли, вы начинаете приходить в голову к этой идее. Это было бы настоящее приключение. Хорошо, хорошо, вы меня убедили. Давайте сделаем это. Где найти кукольный домик в натуральную величину? Ха-ха, я надеялся, что ты так скажешь. Вот увидите, нам будет очень весело. Я немного нервничаю, но в основном взволнован. Это будет дикая поездка. Таков дух, Анна. Не могу дождаться, когда я увижу, на что мы можем пойти. Я тоже. Джон. Давайте оставим воспоминания в нашем кукольном домике в натуральную величину. Готов поспорить. Это будет лучшее решение, которое мы когда-либо принимали. Урок 13. Приключения в аэропорту. Эй, Анна, ты не забыла собраться с манерами перед полетом? Манеры. Конечно. Я бы не мечтал вызвать ажиотаж в аэропорту. Хорошо, хорошо. Вы знаете, как люди могут запутаться и потерять хладнокровие. Совершенно верно. Мы должны быть внимательны и уважительно относиться ко всем окружающим. Именно так. Например, не дергать подлокотники и не врезаться в линию. Понимаете? Определенно. И никаких громких телефонных разговоров или громких разговоров по телефону. Ха-ха, да. Это верный способ избавиться от вонючих глаз ваших попутчиков. Да. И даже не начинайте с людей, которые откидывают свои сиденья до упора. Это актуальная проблема. Личное пространство очень важно во время полета. Совершенно верно. Мы должны быть вежливы и внимательны к окружающим. Абсолютно. И давайте не будем забывать о правильной укладке ручной клади.
Хорошие замечания. Мы не хотим быть тем человеком, который блокирует проход или забирает верхний мусорный бак. Именно так. Нужно следить за потоком и не мешать всем остальным. Согласовано. Это будет полный полет, поэтому нам нужно быть внимательными. Без сомнения. Но привет. Если мы все будем следовать неписанным правилам авиаперелетов, все будет очень просто. Совершенно верно. Соблюдая правила этикета в аэропорту, мы сможем сохранить спокойствие и провести время без проблем. В этом и заключается дух, Анна. Давайте подадим пример хорошего поведения в аэропорту. Урок 14. Увлечение фитнесом. Хорошо. Анна, мне не терпится начать заниматься фитнесом. Каков план? У меня есть отличные идеи. Как насчет того, чтобы начать с оживленной утренней пробежки? Я в курсе всего этого. Нужно увеличить частоту сердечных сокращений и повысить уровень эндорфинов. Абсолютно. А потом мы можем заняться силовыми тренировками, чтобы поднять тонус. Отлично. Я думаю об отжиманиях, приседаниях и, возможно, даже о досках. Потрясающе! Мы можем бросить вызов друг другу и расширить границы возможного. Черт возьми, да. Дружеское соревнование– лучший способ сохранить мотивацию. Согласовано. И не забывайте о гибкости. Йога была бы идеальной. Я немного заржавела на своей собаке, но я готова попробовать. Не волнуйтесь, я расскажу вам об этом. Все дело в том, чтобы найти свой центр. Мне нравится. Знаешь, нужно поддерживать связь между разумом и телом. Совершенно верно. И не забудьте правильно заправиться. Здоровые закуски – это ключ к успеху. Отличный звонок. Смузи, богатые белком, свежие фрукты и овощи. Именно так. Мы хотим питать свое тело, а не утяжелять его. Вы все правильно поняли. Это будет изменение образа жизни, а не быстрое решение. Именно так. Когда дело доходит до физической формы, в гонке побеждает медленная и стабильная работа. Я с тобой, Анна. Давайте сделаем это и почувствуем себя лучше, чем когда-либо. Готов поспорить, Джон. Это будет потрясающее фитнес-путешествие. Не могу дождаться. Я тоже. Это начало совершенно нового, более здорового образа жизни для нас с вами. Урок 15. Контрактная головоломка. Доброе утро, Анна. У меня есть быстрый вопрос об этих условиях оплаты. Конечно, Джон. О чем ты думаешь? Я с радостью поясню. Что ж, я надеялся, что мы сможем немного скорректировать срок. Возможно ли это? Позвольте мне взглянуть. О каком графике вы думали? Как насчет 30 дней вместо нынешних 15? Это дало бы нам больше гибкости. Понимаю. И сработает ли это с вашими прогнозами денежных потоков? Совершенно верно. Это действительно помогло бы нам лучше управлять финансами. Хорошо, в этом есть смысл. Думаю,
Мы можем внести эту корректировку. Фантастическое! Я очень ценю твою готовность проявить гибкость. Совсем без проблем. Мы хотим обеспечить успех этого партнерства. Согласовано. И если говорить об успехе, есть мысли о пакетном предоставлении услуг. Это интересная идея. Какую пакетную сделку вы имели в виду? Что ж, я подумала, что мы могли бы добавить маркетинговую поддержку по сниженной цене. Я готов это изучить. Вместе мы могли бы повысить нашу узнаваемость. Именно так. Повышенное воздействие было бы полезно для нас обоих. Звучит неплохо. Давайте обсудим детали и разберемся с ними. Замечательно. Беседа обещает быть действительно продуктивной. Определенно. Я рад, что мы смогли найти общий язык на этих условиях. Я тоже. Вот почему мне нравится работать с тобой, Анна. Ты всегда такая разумная. Урок 16. Сотрудничество в кулинарии. Эй, Анна, у меня есть вкусный рецепт, которым я хочу поделиться. Расскажи. Я всегда нахожусь в поиске новых блюд. На днях я попробовал это блюдо из жареных овощей, и оно стало настоящим хитом. Интересно. Какие овощи вы использовали? Я выбрала смесь моркови, брюссельской капусты и сладкого картофеля. Это звучит как вкусная комбинация. Какая-нибудь специальная приправа? На самом деле, да, я добавила немного корицы, и это действительно улучшило вкус. Корица на овощах. Это неожиданный поворот. Знаю, верно. Но все так хорошо сработало. Придал ему приятный ореховый вкус. Отлично. Обязательно попробую в следующий раз, когда буду жарить овощи. Определенно так и есть. И я тоже добавила немного нарезанных орехов пекана. Орехи пекан, да. Должно быть, это придало ему неизгладимый вкус. Совершенно верно. Действительно вывел блюдо на новый уровень. Что ж, вы меня продали. Мне придется это воссоздать. Дайте мне знать, что из этого получится. Я всегда хочу научиться новым трюкам. Урок 17. Эффективная речь. Привет, Анна. У меня небольшой вопрос о процессе написания речи. Безусловно, я рад поделиться этим. Что бы вы хотели узнать? Что ж, я работаю над важной презентацией, и мне не помешало бы несколько советов. Конечно. Какие именно советы вы ищете? Я хочу убедиться, что моя речь действительно найдет отклик у аудитории, понимаете? Определенно. Главное — сосредоточиться на содержании, а не на стиле. Ах, я понимаю, что вы имеете в виду. Меньше о фантастических словах, больше о реальном влиянии. Точно. Дело в том, что мы сделаем это не столько с помощью речей, которые хорошо звучат, сколько с хорошими и здравыми речами.
Мне это нравится. Аутентичность и актуальность имеют решающее значение. Совершенно верно. И не бойтесь говорить о себе и делиться своими историями. Хорошие замечания. Связь на эмоциональном уровне очень важна. Именно так. Нарисуйте яркую картину, которая понравится вашей аудитории. Это очень полезно. Какие-нибудь другие советы вы можете дать? Хорошо. Обдумайте свои ключевые сообщения и логически структурируйте их. Ах, да, нужно идти по чистому течению, а не просто бегать дальше. Именно так. И не забывайте практиковаться, тренироваться, тренироваться. Определенно. Доставка также важна, как и сам контент. Совершенно верно. При правильном подходе ваша речь станет настоящим нокаутом. Спасибо, что вы нашли время поделиться этими советами, Анна. Это очень полезно. Урок 18. План игры в продуктовом магазине. Доброе утро, Анна. У меня к тебе небольшой вопрос. Эй, конечно, в чем дело? Я собираюсь пойти в магазин, но хочу убедиться, что ничего не забуду. Хорошая мысль. Давайте составим список всего, что нам нужно, прежде чем мы уйдем. Хорошо, отличная идея. Давайте посмотрим. Нам определенно нужны свежие продукты. Определенно. Какие фрукты и овощи нам следует покупать? Что ж, я подумала, может быть, немного хрустящих яблок, сочных апельсинов и листовой зелени. А, это звучит как вкусное начало. Что еще нам нужно? А как насчет цельнозернового хлеба или пасты для полезных углеводов? Отличный звонок. И мы не можем забыть о белке, может, курице или рыбе. Совершенно верно. Нужно сбалансировать питание. И нам тоже понадобятся приправы. Конечно, не стоит забывать о специях, которые по-настоящему раскрывают вкус. Именно так. И давайте не будем забывать о молочных продуктах, молоке, сыре, может быть, йогурте. Определенно. В них много хорошего кальция и пробиотиков. Конечно. Хорошо, я думаю, что это касается основных основ. Что-нибудь еще нам не хватает. Не могу придумать ничего из головы. Может, пойдем в магазин? Звучит неплохо для меня. Давайте сделаем это. Пора покорить список покупок. Урок 19. Дисциплина в сфере продуктов питания. Привет, Анна. У меня вопрос о покупательских привычках. Хорошо, слушаю. О чем ты думаешь? Что ж, я стараюсь быть более дисциплинированной, когда иду в продуктовый магазин. Я вас слышу. Импульсивные покупки действительно могут подорвать бюджет. Именно так. В итоге я всегда беру в руки вещи, которые мне на самом деле не нужны. Мне знакомо это чувство. Как вы надеетесь сосредоточиться? Я постараюсь придерживаться списка, который мы составили ранее.
Не бродите бесцельно. Хороший план. Составление надежного списка покупок — это половина дела. Определенно. И я постараюсь избегать этих заманчивых заглушек и импульсивных вещей. Умный ход. Во внешних проходах обычно находится самое необходимое. Ага, я буду стараться держаться по периметру как можно дольше. И не забудьте перекусить перед отъездом. Это тоже помогает. Ах да, хороший звонок. Покупки натощак. Это путь к катастрофе. Ха-ха, да. Тогда все выглядит очень аппетитно. Именно так. Ладно, думаю, у меня уже есть четкий план. Отлично. Я уверен, у тебя все получится. Просто придерживайтесь этого списка. Сгодится. Пожелайте мне удачи. Время покорять продуктовый магазин.